Друзья, всем привет! Сегодня у нас такой, опять, как всегда, солнечный день. Так вот, это вот наши соседи. Вот. И у них здесь ресторанчик, мы все время едим. Это вот их чисто домашний бизнес. И что я сегодня хочу сделать? Я вам сегодня хочу показать, как вот они, соответственно, берут и едут на рынок, покупают продукты, и как потом их готовят. Как готовят потом там суп, там, рис и все остальное. Погнали! Он тоже хотел поехать с нами, но не получилось. Так, а мы выезжаем. Выезжаем на двух мотороллерах. Едем за покупками. И буду сейчас вам все показывать. А как всегда, мой водитель личный. Слушайте, я в футболке, а на мотоцикле едешь, прям это чувствуется такой прохладно. На самом деле воздух прохладный, потому что, как они здесь сказали, из Сибири пришел антициклон. Получается, он спустился на Китай, потом пришел сюда. И вот здесь такой прям это прохладный бриз. Я просто обожаю здесь такую погоду. Но она 28, может быть, на солнце, а вечером там до 20 может опускаться. Это бомба. О! Это свадьба была. Свадьбу обязательно как-нибудь засниму. Вот для одежды, для обуви какие-то сетки или стойки какие-то. Видите как? Перевозчик. Так, ну мы подъезжаем, вот он уже, рынок начинается такой. В чем особенность, ребята, рынка? В том, что тут люди двигаются на мотах. Your business here too, right? Да, Эпи тоже тут. Я потом расскажу еще про ее одно дело. Она тут несколькими делами занимается. Вот она тоже занимается кое-какими рыночными тут делами. Но про нее это будет в следующем выпуске. Сейчас вот мы заезжаем. Конечно, сейчас время 12 дня. 12 дня. И рынок, в общем-то, он работать начинает тут с 6 часов. Вот. Ну и также он работает практически вообще все время до получается, там 6 вечера. Короче, пока солнце не сядет. Но вот они, получается, для своего так ресторанчика покупают максимально свежие продукты. Вот купили, вот на вечер они сейчас купят, это у них сидят, а утром они опять поедут. Вот такой рынок у нас на районе. Конечно, я хочу еще сделать обзор, прийти сюда с утра, когда здесь будет более колоритно и более плотно. Все тут, и рыба, и овощи, и мясо, говядина. Так, ну мы запарковались. И сейчас пойдем покупать продукты. Говядина. $50. 50 рублей. Но это рис жасмин. Вот, чтобы показать вам. This is very good quality rice, right? Yes, not bread. Any bread. This is jasmine, right? Jasmine. Да. Ребят, это жасмин. Это жасмин. Вот. Jasmine? Jasmine. Жасмин, да. Ага,
очень, очень хорошего качества. Но у нас такой жасмин, вот именно такого качества, рублей 150-160 стоит килограмм. 3,500. How much? It's cool, right? Сколько стоит? Không, không lộ bán mày. Anh nâng tờ phi mơn chiên này. Bán khoai đô la mày là. Bán khoai đô la. Hơn vậy. No, bán $7. А what's this? From special my soap. Для супа специально такая говяжья обрезь. $7 килограмм стоит. Đây là thao kia năng là И вот получается в платке это скорее всего это мусульмане, потому что здесь мусульмане в основном торгуют говядиной. Таби, а wholesale is Muslim people, right? Yeah, Muslim people are saying. Да, вот это получается именно мусульмане здесь торгуют говядиной. Здесь вот тоже. Так, здесь продается свинина. anh nhân ra camera đi đi. Hai cả như thật hai. Anh nó xây lò. Mà một cái. Chứ nếu Anh làm lò. còn con ôm này, Dạ. còn con ôm này Con tàu. nhá, Dạ. nói đúng rồi, Thôi vô quá con là. đúng chưa? Đây con nè, Dạ. đây là Đi cho một con đây đầu tiên. ô, chưa cả lá hả? Сколько вам 1 килограмм? Ô con bông, Dạ. như vậy 14 nó mềm. Gì chứ? Không, chắc lộ mày. Mà cả lẩu phi mơn phi. $5 50 cents. Yes, $1. Так, вот эта вырезка $5 стоит. $5 50 центов. Вот эта свиная вырезка. Я не знаю, как она в свинине называется. Я как бы свинину просто сам мало практически ем, поэтому вот Ngày nào tôi có nhồi, для сравнения как бы Lấy вам. với nhảy. ủa mà không để ní, đây mà hai tiếng. Ну, говядина здесь как бы дорогая. Потому что, почему дорогая? Потому что особо негде ее пасти скот. Мало места, потому что либо рисом это засажено, либо это озера какие-то. А, she buys this one too, да? Thanh báo, What's this? Blood from pig. Kim thủy rồi đó. Tiêm trụ. Yeah, yeah. Blood from pig. Свиная кровь. Вот еще свиную кровь купили. Сколько стоит? Có năng bán không? hả? Mắc lỗ bán không? Một lỗ phi mơn phi, Bay con. Mà cả lẩu bay con tiêm trụ. thêm rượu một lỗ bánh còn. 1 kilo, 3,000 riel. Килограмм крови, получается, стоит где-то 75 центов. Mà đây ban chú, Nhưng cha vô cười nâu lắm. Khi nhưng ăn sọc cây vui tôi nhưng cho mình. Это настоящий, ребята, азиатский рынок. А вот рыба. Но я повторюсь, мы еще сделаем обзор. Я сделаю большой обзор на рынок. Большой сделаю обзор. Так. Так. Раз. Так, это яйца, да? From dog. Это утиные яйца. How much? Сколько стоит? Mắc mà nam đi. From 5,000 riel. Получается, утиные яйца стоят $1.25. Десяток. $1. И получается
куриные яйца стоят $1 десяток. Ну, примерно как у нас. Только у нас утиных яиц нет. Так, идем в другой отдел. Это мой переводчик сегодня. Hello. Hello. Вот видите, как все, ребят. Иду рядом, прохожу, видят там: привет, чувак, привет, брат. Вот, ну, что это может вызывать? Позитив. Так, ну и ей, конечно, нужно будет еще купить овощи. Получается, вот этот вот редис. Как он называется, я забыл. У нас такой тоже продается. Морковка. Vegetable about of how much price? Không, mà tính bằng lỗ bán. Килограмм, 1 килограмм. 1 kilo, quay sao gần đi. $1.25 1 килограмм. Недешево. Морковка у нас стоит дешевле. А вот это папайя? Baby. Сколько? Зеленая папайя Nó có получается. má rồi là không hẹp. 1 kilo, 1,500 riel. Так, 1 килограмм получается, это стоит 30 центов. 30 центов. Зеленая папайя. One day we need to go one full market, okay? What time full? In the morning, don't worry. I will take because my money too. Короче, мы утром пойдем в следующий раз и сделаем большой обзор вам на рынок. Вообще большой обзор, чтобы посмотреть. Потому что сейчас обед уже, в общем-то, никого нет. Но наша цель, как я вам говорил, показать, как ребята покупают продукты и потом их готовят. Так. Ага. Вот это какая-то трава. Получается сейчас. Сколько эта трава стоит? 5,000 riel from 1 kilo. Килограмм травы, получается, вот этого салата стоит $1.25. Ну, много овощей они тут употребляют, и овощи это прежде всего полезно для здоровья. И к тому же они здесь всегда растут. Тут снимают постоянно, потому что климат позволяет, все позволяет. Так. Тут все вместе, смотрите, у них морепродукты и все остальное. Настоящий азиатский рынок. Все, получается, мы, получается, все купили, все закупили, и сейчас едем домой. Потом я вам немножко засниму, как они там готовят это все дело. Как видите, ребят,
продукты все свежие, все свежайшие, все покупают свежие. Потому что если здесь не свежее, точнее, покупать или замороженное какое-то мясо, ну, особо не принято. Поэтому все должно быть свежайшее. Так, ну вот, купили все. Сейчас они все будут мыть, промывать. Ага. Это вот на сегодняшний, скажем так, ужин, который они сейчас сделают, его приготовят и вечером продадут его. Вот столько продуктов нам потребуется в их небольшом малом бизнесе. Вот это сын их. Вот так вот они выставляют, получается, свою витрину. У них тут всякие тут чипсики продаются. Потом вот у них тут есть еще какие-то вот вещи. Масло тут можно купить. Вот, потом чипсы вот эти. Короче, бизнес у дома. Думаю, что там шуршит, а вон тут, смотрите, тут ребята опускают змеев. И, кстати, у них вот ветра дуют в это время, прям такие хорошие, прям часто, прям. Вот я тут сегодня подъезжал, сейчас не видно. Один был змей прям очень высоко. Так, ну идет подготовка, вот они подготавливают, сейчас будут все мыть. Это мясо мыть, овощи мыть. Я вот хотел показать вам просто какая-то чистота, вот у них они держат все в такой чистоте. Смотрите, вот даже вот тут вот не соринки, вот даже просто не соринки. Что, как бы, даже когда я тут кушаю, да, вот я как бы вот вижу просто чистота. Что ребята вот тут все держат в идеальной чистоте, все моют. И пища у них вкусная. Эту речку. Пейку. Ага, как она тут это специально опаливает. Интересно. Я-то просто первый раз тут в это время нахожусь, получается. Время сейчас около 2 часов, когда они готовят уже этот, получается, такой у них полдник-ужин, потому что здесь в 12, как они там пообедали, и вот с 12 где-то до 3 такая самая жаркая погода, и особого такого тоже движения нету, ну как бы люди тоже работают, вот, но вот в это время они как раз готовят, и уже в 4 часа здесь уже можно будет супчик с мясом, вот с этим, с лапшой. Там еще вот с рисом там суп у них будет. Да, свинину помыли. Травка везде. Какой-то вид салата. Полезный продукт. Явно. А вот чайник у них есть на газе. Вот так семья ведет свой бизнес. Завтрак у них и ужин. Сын у них в школе учится. Сыну где-то порядка, по-моему, около 13 лет. По-моему, лет 13 ему. Я точно не спрашивал. Вот так ведут свой бизнес. На этом месте уже давно. Сами они из провинции приехали. Откуда-то издалека прям.
Ну, по здешним меркам это издалека. Тут уже 200 километров, это уже издалека. Страна-то небольшая. Это все ингредиенты для супа. Вот, а суп вы скоро уже увидите, какой он будет. Лапша получается рисовая, вот из тех пачек используется. Так, я у них спросил тут, чтобы это у них уточнило, сколько они вообще зарабатывают, какой оборот вообще всего этого бизнеса семейного, так называемого. В день в среднем они торгуют, получают где-то на $50. Вот, помимо, скажем так, всего супа и рисового вот этого вот блюда, которое они тут делают, вот они же продают еще вот эти сигареты, вон там, водичка, вот эта вот история всякая разная. А вот, получается, оборот у них месячный $1500. Где-то чистыми они зарабатывают до $500. Хороший месяц, если месяц не хороший, то меньше. Ну, вот у них, соответственно, еда своя включена бесплатная, то, что они бесплатно питаются. Вот получается семья из 3 человек. Такой мелкий бизнес. Так. Обед у нас здесь с чем? Свиные хрящики, кровушка, утиная фрикаделька, потом вот я не знаю, как называется этот овощ, но он такой наподобие что-то картошки, только более легкий. Травка такая классная, местная, везде в Юго-Восточной Азии эту траву дают. И рисовая лапша. Так. Сейчас Эпи подсыпет сюда каких-то еще приправ, лайма. Так, что еще будет? Такого соуса. А вот и завтрак. Друзья, надеюсь, вам было интересно посмотреть этот ролик про бизнес местный. Я хочу, может быть, рассказать еще про несколько. У нас вот даже, кстати, вот наш дом, вот если вот получается, сейчас я вам разверну камеру. Вот смотрите, вот получается, вот тут двери открыты. Здесь ребята занимаются швейным бизнесом. Тут никто не живет. Вот тут два живут. Вон там дальше получается, ребята, какая-то кафешка открыта. А туда дальше еще на углу, там получается открыт еще какой-то салон красоты. Вот по концентрации мелкого бизнеса, чтобы вы понимали. У нас тут не проездная улица, на самом деле, так. Можно сказать, что она очень спокойная. Так вот, я у них спросил, говорю, а как по поводу того, что к вам кто-нибудь приходит, там проверки, не проверки. К ним вообще никто не приходит, никаких проверок нет. Никто вообще не приходит, вообще. Люди как бы спокойно занимаются бизнесом. Но и такой момент, они не платят налоги. Мелкий бизнес здесь от налогов освобожден, я так понял, что никто из них, вот никто спросил, если у тебя небольшой какой-то вот такой дома, что ты дома что-то делаешь, никто к тебе, короче, не приходит. Вот такая вот здесь политика.